Мы Рома и Аделя. 9 месяцев назад мы бросили наши работы, и это было одним из самых лучших решений в нашей жизни. Сейчас мы путешествуем по нашей 16-й стране вместе, и это Ирак. Если быть точнее, мы находимся в иракском Курдистане, автономном регионе на севере Ирака. В прошлых выпусках мы показали вам наши первые впечатления об этом месте, новые и старые районы города Эрбиль и людей, которые в них обитают. И пока что, в основном мы делились только позитивными впечатлениями. Этот же выпуск будет немного отличаться от предыдущих. Сегодня мы обсудим то, что делает путешествия по Курдистану весьма сложными, да и вообще поговорим о минусах здешней жизни в целом. Также мы пообщаемся с русской девушкой, переехавшей сюда из Питера. Сразу хочу сказать, что этим видео мы не хотим никого обидеть. Мы действительно влюбились в эту страну, в эту культуру и в этих людей. Но у каждого путешествия есть свои минусы, и наша задача рассказать про наш личный опыт таким, каким он был на самом деле. Всем привет! Сегодня наш третий день в иракском Курдистане. Сначала мы были ослеплены этим восточным колоритом, вкусной едой, радушием и гостеприимством людей, но все-таки уже начали замечать некоторые минусы, а именно минусы жизни в Эрбиле, в городе, в котором мы сейчас находимся. Эти минусы касаются не только людей, которые живут здесь постоянно, но также таких туристов, как мы, которые приезжают сюда буквально на неделю. Так что давайте сейчас немножко об этом поговорим. Пауч-киряу. Во-первых, это ситуация с транспортом. То есть Эрбиль – это вообще город не для пешеходов. Здесь нет пешеходных зон, переходов. И вообще просто погулять по городу у вас не получится. То есть это город для машин. Здесь у каждого есть машина, причем люди здесь любят такие большие машины, внушительные, крутые. И да, здесь большие расстояния, поэтому каждому нужна машина, они на них передвигаются. Из-за этого очень много пробок, воздух вообще нечистый, дышать сложно. Общественный транспорт, скажете вы. Как нам сказали местные, его здесь практически нет. То есть здесь есть какие-то автобусы, скорее всего частные, которые ездят по супер каким-то нелогичным и таким грубым маршрутам, скажем так. Например, из одного района до какого-то мола и обратно. То есть по пути каких-то остановок не будет. Мы видели только несколько очень заброшенных плохих остановок и никогда не видели там людей. То есть как бы вывод такой, что на общественном транспорте люди здесь тоже не передвигаются. Пауч-киряу. Как следствие, город очень загазован. Над городом висит такой смог, постоянная дымка. Мы еще ни разу не видели голубого неба или открытого солнца, не видели ни рассветов, ни закатов. И из-за этого здесь еще жарче, чем должно быть. То есть сейчас, например, апрель, а на улице уже плюс 33. Очень душно, жарко и пыльно. Из-за этого очень некомфортно вообще находиться на улице, то есть за пределами каких-то зданий. Именно поэтому люди постоянно тусуются в каких-то кафе, ресторанах или в торговых центрах. Пауч-киряу. И следующая причина, почему мы не хотели бы жить в иракском Курдистане, это то, что дигитализация обошла этот регион стороной. Здесь нельзя платить кредитными карточками. Как нам сказали местные, здесь очень слабо развита вообще вся онлайн-сфера, онлайн-шоппинг. То есть люди здесь платят только наличными. Нам, как туристам, это не очень удобно, потому что каждый день или через день мы должны искать банк, чтобы снять деньги, чтобы заплатить вообще за все. То есть даже в каких-то ресторанах или кафешках нигде нельзя платить картой. Для нас это немножко странно, то есть везде в Украине, в России, в Европе, везде можно платить картой, ну практически везде, да. Можно найти место, где ты можешь заплатить картой. Здесь такого точно нету. И, наверное, если ты тут живешь на постоянной основе или ведешь какой-то бизнес, с этим ты сталкиваешься еще больше. Пауч-киряу. Еще местные экспаты рассказали нам о том, что здесь очень сложно сработаться с местными. Сейчас мы пойдем встречаться с Катериной. Она работает здесь косметологом, и спросим у нее, действительно ли это так. Меня зовут Катя, мне 30 лет. Я здесь работаю косметологом. Приехала по программе. У нас есть такая программа специальная в России, что через агентство ты можешь ездить в разные страны работать. Был коронавирус, и у меня было два пути. Либо остаться в России, либо поехать куда-либо. Куда-либо это здесь. Да, собственно говоря, я здесь. Come. Thank you. Но тебя не испугало, что тебе нужно приезжать в Ирак? Ну, конечно, испугало. Ирак – это красная зона. И, конечно, я огромное количество информации просмотрела, прежде чем сюда приехать. И плюс ко всему, здесь у меня были знакомые, которые уже работали здесь. И я с ними связалась, и они сказали, что можно ехать, все хорошо. Да. Как тебе здесь работается? Ну, смотри, люди здесь другие.
Здесь огромное количество мусульмане, да, у них своя религия, свои законы и так далее. И я европейка, мне сложно здесь работать с ними, потому что я их, не очень понимаю. Сейчас легче, потому что полгода прошло, но до этого было, конечно, сложно. Культурный шок, да, потому что здесь, вы, наверное, заметили, что, наверное, лет 30 они отстают от Европы. Нам еще местные сказали, что вот, в Ираке, в Курдистане люди очень такие добрые, и это действительно так и есть. Да. Но когда дело доходит до рабочих моментов, то с ними очень сложно. Да. Есть такое? Да, естественно. Они тебе все хотят помочь, они все улыбаются, они дружелюбны, да, то есть они хотят помочь. Но когда дело касается действительно каких-то серьезных моментов, тут не договориться. То есть, получается, ты с женщинами контактируешь по своей работе? Да, только с женщинами. И с ними тоже возникают какие-то трудности? Не то чтобы трудности, просто у них другие вкусы, другие предпочтения, да, в моей работе. Я привыкла работать с европейками, здесь они немножко по-другому себя ведут и так далее. А девушки вообще тут, за собой следят, наверное, да? Да, они любят очень все. Они очень любят косметологию, соответственно, да, я здесь. Они очень любят ухаживать за собой и более чем наши, больше, чем наши. Они на этом делают огромный акцент. Здесь это очень популярно. А какие процедуры, например, самые популярные тут? Они очень любят делать инъекционную косметологию. Да, губы, скулы, да. Да, подтяжка лица, нос. То есть они хотят изменений больших на лице, да. Они не делают какие-то simple процедуры. Паучкиряу. Ну, смотрите, религия здесь работает, ребят. Вообще на 100%, потому что здесь много людей, которые open mind. Они приходят ко мне, например, женщины приходят ко мне, надевая там, да, свои одежды, но когда они их снимают и начинают со мной разговаривать, я понимаю, что человек образован и открыт, и он хочет путешествовать, но, к сожалению, здесь женщины, как сказать, им сложно здесь, потому что религия, семья давит, и они обязаны подчиняться, обязаны это делать, хотя внутри, в душе они этого не хотят. Да, к сожалению, так. И мне периодически очень жаль. Я вижу человека, который хочет жить полной жизнью, но он не может, потому что религия не дает. То есть у них вообще нет возможности вырваться из этого? Есть возможность, но это очень сложно. То есть это очень сложно сделать. Нужно быть внутренне очень сильным человеком, чтобы сказать «нет» своей семье. Понимаете? И вот сделать то, что ты хочешь сделать. В этом вся история. Ты рассказывала другие девушки, что когда ты одна, нельзя смотреть в глаза мужчинам или что-то вот такое. Ну, здесь не надо улыбаться вот мужчинам, когда ты идешь, не надо им смотреть в глаза и улыбаться, действительно, да, потому что у них срабатывает какой-то механизм, и они начинают думать, что он тебе нравится, и начинают какие-то вот движения в сторону тебя и делать. А поэтому лучше быть немножко такой нейтральной, скажем так. Но в случае чего, то есть они могут какой-то вред? Нет, они вред не могут нанести, просто ты почувствуешь дискомфорт. Они могут за тобой пойти, могут начать что-то спрашивать у тебя, так немножко надоедать, да? Но по факту они тебе ничего не сделают. Никто тебя никуда не затащит и так далее. До этого не будет 100%. Они не опасны, Нет, да? нет. И, в принципе, такого, явления как-то мошенничества или... Нет. Я не знаю, там, Нет. Например, что небезопасно, это таксисты. Да, то есть вот выйти на улицу, поймать такси, лучше не надо этого и делать, потому что здесь местные ребята рулят, и они бывают немножко странные. Иногда мне страшновато. Одной, как девушке. Лучше все-таки вызывайте Карим, да, вот специальное такси, они приезжают, они знают английский, они хотя бы могут поговорить с тобой, я хотя бы могу объяснить, куда ехать и так далее. Местные по-английски зачастую не говорят, они не знают его, и как бы я не могу объяснить им, куда меня везти и так далее, а куда он меня завезет, неизвестно, да, неизвестно, что у человека в голове. Вот это единственное то, что небезопасно, по мне так. В целом, если ты идешь куда-то гулять вечером в ресторан, абсолютно спокойно ты сидишь, тебя никто не трогает, и отлично все. Паучкиряу. Как нам сказали местные по каучсерфингу или просто люди, с которыми мы общались по Инстаграму,
здесь практически нет развлечений. Местные здесь собираются внутри помещений, кушают, общаются, пьют чай, кальян курят. И это немножко приедается. То есть здесь мало таких зеленых зон, каких-то мероприятий общественных. И, наверное, многим людям с Европы там, или даже России или Украины это покажется тоже немножко скучноватым. Нет социальной какой-то программы, каких-то вещей, которые есть у нас, фестивали, еще что-то, да? То есть у них работа и дом, и работа. И мне грустно, как бы грустненько. Кафе, рестораны, они все очень много работают, потом они идут все в ресторан. Это единственное то, что они делают. А вот интересно, тут есть кинотеатр, например? Или просто театр? Они есть, он один, по-моему, здесь, но он не популярен. Ну, то есть сходить в кино для них это странно, да. А театр? Нет. Ресторан. Какое место сегодня открылось новое, мы все идем туда. Да, ребят. Знаете, степ-бай-степ. Вот ты я, например, да, за себя могу сказать. Сначала, конечно, я была просто в шоке. Я думаю, боже, что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Сейчас я привыкла. У меня друзья появились местные, я вот куда-то выхожу с ними, и я понимаю, что люди нормальные. Друзья, мужчины или женщины? Мужчины и женщины. Мужчины и женщины, да. И у меня тоже мозг как-то, знаете, моя вселенная перевернулась, потому что я понимаю, что даже здесь есть крутые люди. Вот можно здесь жить, можно. А в каком смысле крутые? Современные, которые открыты, которые могут обсуждать какие-то вещи, которые путешествуют, не зашоренные, знаете, как вот. Есть хорошие очень ребята здесь. Хотите попробовать экзотику и новых впечатлений? Welcome to Курдистан. Все, пока-пока. Поболтали с Катей. Просто, мне кажется, за 1 час узнали все, что можно было узнать про Курдистан, как жить тут экспатом. Палочки ряу. Вот у меня вот прямо сейчас появился индикатор, что температура повышена. В Курдистане очень жарко. Сейчас начало апреля, и днем на улице просто невыносимая жара. Все прячутся по кафешкам, по ресторанам, по молам. На улице нет вообще людей, потому что солнце палит нещадно. Летом, как нам сказали, температура здесь часто повышается до 40, а то и до 50 градусов. Это вообще нереальные какие-то цифры. Сейчас около 30, и мы сидим тоже в тенечке, потому что на солнце находиться невозможно. К нам приехало такси с кондиционером. Это огромная редкость в Эрбиле. И, боже, чувствую себя чуть-чуть более живой. Короче, тут пришел такой парнишка, очень такой манерный, в ярко-розовой маечке. В общем, видно, что они традиционной ориентации, и парни, стоят и просто прикалываются, все там вслед. Жуть. Мы что-то отвыкли от такого, немножко офигеваем. И так смотрим. Он сделал вид, что он выстрелил. Да, один делает, изобразил, будто он стреляет в него из ружья. Палочки ряу. Еще один минус Курдистана в том, что здесь очень сложно где-то снимать, именно в каких-то конкретных местах. То есть, например, мы сейчас захотели пойти в этот самый известный и классный бар в городе, и нас попросили оставить камеру прямо на выходе, то есть вообще без шансов. И такие тупые правила, но они просто много где. То тут нельзя снимать, то там мужчинам нельзя заходить, тут женщинам нельзя смотреть куда-то. В общем, очень много правил, к которым мы вообще не привыкли. Но я пошла в туалет в этот бар и все разузнала. Катя нас не обманула, это действительно очень классный бар, где тусуется местная молодежь. Там очень громко, очень стильно. И мне даже напомнил этот бар, один из самых классных баров в Берлине, Monkey Bar, кажется, он так называется. В общем, очень стильный интерьер, очень такие прикольные официанты, люди просто веселятся, там что-то кричат, что-то отмечают. Прикольно было бы там провести время, но без камеры делать нам там нечего. Несмотря на перечисленные минусы, путешествуя по иракскому Курдистану, мы действительно кайфанули. И от местного колорита, и от культуры, и от еды, и от нереально доброжелательных людей в этом регионе. В следующих видео мы будем дальше путешествовать по Курдистану и расскажем, почему мы так сильно не хотели отсюда уезжать и почему мы еще обязательно вернемся. Здесь нет гречки. А очень скучаешь? Да. Иногда очень хочется, ее нет. Ее нет.